Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня в работе марсельское таро, французское таро. Оно с нами будет разговаривать на любовную тему. На человека будет смотреть, который в вашем окружении, появляясь, приносит вам счастье. Кто же он? Покажите нам этого человека. Когда он появится, может быть. Смотрите, у нас тут реально есть люди. Реальный мужчина появляется с деньгами, между прочим. Мужчина денежный. Это человек, который достиг какого-то уровня своего. Он приходит к вам с любовью. Ну и также с какой-то интересной проблемой. То ли он решает ваши проблемы, давайте посмотрим. Так, знаете, какая тут ситуация идет? Когда это его, да, то есть он приходит как будто бы со своей проблемой, то есть у него в любви, да, был какой-то период, когда ему пришлось, он уходит от чего-то, здесь идет уход, здесь идет какая-то ограниченная ситуация, здесь идут какие-то странные рамки, вот, в которые пока он зашит, да, то есть пока еще нет возможности выбраться, здесь есть какое-то странное третье лицо, вот, но человек идет вас сделать счастливой, это мы на это смотрим. Давайте еще посмотрим на него, кто он такой, кто этот мужчина. Угу. Ну, я вижу здесь богатого человека, действительно богатого человека, который в стороне стоял, присматривался к вам и мог некоторое время, допустим, с вами не общаться, то есть вы можете его знать, либо просто, может, еще не знаете, но он как-то присматривался к вам со стороны. Подвину карты. Присматривался со стороны. И наконец-то решается подойти, я так понимаю, да? Что тут будет у нас? Да, смотрите, он идет к вам. Идет к вам, в вашу сторону, с каким-то шагом, с каким-то предложением, подарком даже, скорее всего. Идет к вам. Здесь идет рыцарь на коне. С действием, с пентаклем своим, да, с вот этой бумажечкой, с денежкой. Идет к вам. Наконец-то решается. С подарком, может, с какими-то цветочками, с чем-то придет. Что это за мужчина? Покажите нам этого. Ну, денежный парень. Показывает, что у него полно денег. Но у него такая боль в сердце. Такой камень какой-то. Что это за камень такой? Давайте смотреть. Боже, прям удар. Ага, ну понятно. Посмотрите. Здесь была боль в сердце. Здесь над ним пошутили. Прям какой-то, знаете... в дурачках оставили, театр какой-то. Он идет для того, чтобы построить новую жизнь, хотел бы что-то изменить в этой жизни. Но у него сейчас ситуация, когда какой-то шаг вот надо сделать, да, есть какой-то план, да, но этот план надо реализовать. Он хотел бы, видите как, он рыцарем выступает все-таки по отношению к вам, он хочет новой любви, будет за вами ухаживать. Но... почему здесь так странно показывают, как с какой-то опаской? Видите, тут старших арканов повылетало очень много. Знаете, он как обязан что-то делать, но он увиливает от этого. Увиливает от этого. А что это? Как будто бы уходит от чего-то. С опаской идет. И еще... момент такой, когда человек как-то надеется на судьбу, а вдруг повезет, как выпадет какой-то куш. Вот такая сейчас у него какая-то настрой такой. Что это за человек? Показывает действительно то, что он вам как шанс какой-то, денежный шанс поправить финансовое положение. Хорошо, а для чего он к вам идет? Развлечь вас, чтобы вы на вас посмотреть, да, как вы. Будто бы, знаете, как вот выступить перед вами хочет. А для чего он вам идет? Вот вообще. Для любви. Тут такие качельки прям получаются. Для того, чтобы с вами познать какой-то опыт, да, то есть для этого, для, может быть, больше, не только, да, какой-то вот опыт любовный, тут как вместе сделать какой-то шаг. Для чего он идет вам? Так, он будто бы выходит в мир
с целью, знаете, как вот попадает в какую-то не свою тарелку и пытается там выжить. Вот он идет к вам так. Вот как богач идет в бедное селение для того, чтобы попробовать, как же там живут. Он вроде как и помочь вам хочет. И я не говорю, что вы там бедная, но здесь такая вот разница идет конкретно, что он намного богаче вас. Он готов побороться за вас, он готов побороться за вас, он готов отсеять всех королей, которые там вокруг вас, готов бороться за вас. Он эту борьбу боится, но идет, если у вас есть там такие короли. Хотя мне кажется, что он думает так, по крайней мере. Хорошо, а как его еще можно описать, чтобы вы узнали, что же это за человек? Есть тут какая-то характеристика на него? Вы можете его встретить где-то в людном месте, на ярмарке, например. Ух ты, тут прям влюбленность такая сразу. Он как будто бы сделает вам какую-то огромную услугу. Это может быть, не знаю, заплатит за какую-то вашу огромную покупку. И здесь любовь, влюбленность. Он захочет выпендриться перед вами, да, вот как-то показать себя, насколько он крут. Интересно, как? Какая интересная тема. Так. Что-то у меня тут с зарядом. Да, здесь влюбленность будет. Но вы немножко побаиваетесь этой ситуации, вы можете закрыться, вам что-то не то, вам покажется, что это такой же человек, как такой же мужчина, как и, может быть, до этого был. В общем, здесь такая ваша настрой, вот такой, ну, какой-то мрачноватый против его всей этой влюбленности, хочу показать себя перед ней, но вы где-то вот в людном месте можете познакомиться. Интернет, людное место. Ну, смотрите, здесь больше так какой-то такой телесный контакт, да, то есть люди, магазин, может, какой-то, где много-много людей. Нет, это что-то касательно не интернета совсем. Да, где много энергии, много контакта. Хорошо. Давайте еще смотреть, что это за мужчина, как нам еще будут его описывать. Ну-ка, еще какие-то характеристики. Ну, тут мелочь такая идет, интересная. Да, то есть человек готов много вкладываться и повторные действия постоянно делать для того, чтобы начинать какой-то новый путь, начинать заново, идти и постепенно как-то достигать. То есть в нем есть очень много хороших черт, да, то есть и одну черту нам только что показали. Это человек, который знает, как, например, вот знаете, как говорят про успешных людей, если он заработал один раз миллион либо миллиард, да, то ставший банкротом, он заработает еще раз, потому что он знает вот эти шаги. Этот пошагово точно так же идет. Он точно так же планомерно идет в результатах достижения, допустим, достижения результата в любви. Точно так же. Это все перекладывается. Еще о нем расскажите. Какой он? Какой он? Умеет делегировать. Делегировать умеет, очень сильно умеет делегировать. Когда необходимо это, он может взяться за какой-то даже черный труд, да, но и делегировать он умеет очень хорошо. Тут, скорее всего, какой-то руководитель идет. Еще о нем. А относительно кого это? Относительно вас, наверное. Да, здесь показывает человека, который решает судьбы людей. Вот решает судьбы этих людей. А перед вами захочет вы, ну, вот как-то выделаться. Вы ярко заметите, яркая личность, очень яркая. Еще хочу достать. Конечно. Наконец-то здесь еще показали то, что он какие-то ваши трудности, да, будет решать через конфликт, конечно же, потому что вы будете конфликтовать с этим. То есть вы как отказываетесь, не хочу, не принимаю, вот, но он как-то навязчиво будет предлагать вам свою помощь. Да, он вас заметит девушку красивую,
которая будет выделяться почему-то, каким-то действием, каким-то гонором, либо что-то вы будете делать не так, как все, вопреки тому, что делают окружающие. Что-то, может, будете громко говорить кому-то, отстаивать свою какую-то позицию, либо что-то очень даже как ребенок вот ведет себя, непосредственность какая-то ваша его привлечет. Он вас увидит в такой ситуации, казалось бы, для других кажется, это, ну, вот я бы так не поступила, как она, да, а он вас заметит и скажет, вот это да, вот эта женщина, вот это крутая. А у вас трудность какая-то будет, понимаете как? Но я прям вижу людное место, вы решаете какую-то свою проблему, может быть, там, не знаю, что-то с покупкой не то, либо... Вот, и он прям, такая искорка у него зажжется. И постепенно он захочет как-то доказать вам, как он к этому относится. Здесь действительно решение проблемы на уровне высокопоставленного какого-то лица, да, приходит, там, не знаю, буквально за руку берет, да, и уводит от этой проблемы, решая ее, да, решая эту проблему. Как истинный джентльмен решает эту проблему, да, добавляя сейчас, заставляя людей, которые доставили вам эту неприятность, да, переделать, переработать, что-то сделать для вас, да, какие-то свои моменты он решает, показывая себя со стороны очень хорошей мужчиной, который готов на жесты. Вот такая здесь ситуация, мои дорогие. Ну что, вы, конечно, не сразу, да, поймете, насколько он классный, но все-таки будете влюбляться в него. Здесь показана эта ситуация, когда вы, может быть, даже на первую встречу и не пойдете, но вторая встреча, он захочет вам все-таки как-то сделать еще подарок, да, пригласить на более интересную какой-то момент. То есть он вытащит вас в круг людей, где веселятся, вы там познакомитесь, здесь будет зажигательно как-то, или же просто какая-то романтическая, может, встреча. Но я вижу опять в какое-то такое людное место он вас может пригласить, где можно, в принципе, все равно двум сердцам уединиться и даже в этом шуме поговорить, любовные взгляды, обмен вот этих всех моментов. И вас как-то больше узнать, знаете, как-то познакомиться с вами ближе. Он все-таки захочет, он докажет, что он такой классный, и докажет, насколько он может проявлять себя как настоящий мужчина. Это ваша действительно какая-то вот новая любовь. Либо по-новому влюбитесь. Вот так вот. Ну что ж, я думаю, что очень даже неплохо. И даже вот с этой концовочкой такой, да, для этого расклада, конечно же, это только начало для ваших отношений. Я желаю, чтобы вот этот мужчина проявился в вашей жизни. Пускай проявится и пускай вы будете счастливы. Угу. Ну что ж, я держу за вас кулачки. Если вам понравилось, можете ставить лайк. Вот, я думаю, что эта ситуация, она, даже если вы не поставите лайк, она все равно проявится в вашей жизни. Просто, ну, вам, наверное, будет некомфортно, что вот я тогда не поставила лайк. Ладно, это такое, выпросила. Буду с вами прощаться, мои дорогие. Спасибо вам и за лайки, и за комментарии. И безмерно благодарна тем людям, которые финансово поддерживают мою работу и финансово помогают развитию моего канала. Часть средств отправляю сейчас, в то время, когда не когда ты смотришь, скорее всего, если это попало ты, но на момент записи видео, да, я отправляю на нужды ЗСУ, и вы знаете почему, да, потому что сейчас в моей стране есть такая нехорошая ситуация, крайне негативная ситуация. Чужая страна напала на нашу, и нам крайне необходимо выгнать нехороших людей из нашей страны. Вот. Ну что ж, мои дорогие, благодарю вас за все. Спасибо вам, мои хорошие. Всего доброго. На других каналах тоже я есть. В описании к видео есть все ссылочки. Переходите, подписывайтесь. Жду вас там. Пока-пока.